Всем привет! Зрители канала просили показать парк молодежный в городе Харьков, как он выглядит в наши дни и рассказать его историю. Парк молодежный – городской парк Харькова, расположенный на улице Пушкинская. Его площадь 18 гектаров. На территории парка расположены храм, спорткомплекс Политехнического университета, детские площадки, могилы знаменитых украинцев, памятные знаки. Наверное, все харьковчане знают о том, что на месте нынешнего молодежного парка когда-то давным-давно было кладбище. Появилось это кладбище во второй половине XVIII века и носило название Иоанна Усекновенская. Оно стало первым городским кладбищем, где покоились представители высших слоев общества. Здесь были похоронены почти все выдающиеся деятели города – академики, профессора, врачи, известные актеры, скульпторы и художники, которых уважал и которыми гордился Харьков. Среди надмогильных памятников было много высокохудожественных скульптур. В 1845-1857 годах при кладбище по проекту архитекторов Тона и Полякова был построен храм усекновения главы Иоанна Предтечи, выполненный в русско-византийском стиле. Это один из старейших ныне действующих храмов города. К началу XX века кладбище получило адрес по улице Пушкинской, 81. 13 мая 1947 года Харьковским горисполкомом было издано постановление, согласно которому под государственную охрану взяли места захоронения академиков Багалея, Бекетова, Потебни, артистов Крапивницкого, Синельникова, Кадминой, Христины Алчевской, профессора Бакариуса и могила художника Васильковского. За счет государственных средств был установлен памятник на могиле Алексея Бекетова. Обновлен памятник на могиле Дмитрия Багалея. В 1949 году кладбище было закрыто для дальнейших захоронений. Последующие работы по содержанию кладбища не велись. А к началу 1970-х годов многие захоронения стали разрушаться. Ограждение кладбища было частично разобрано и растащено мародерами. До середины 1970-х Иоанно-Усекновенское кладбище поражало воображение прохожих, хотя изрядно обветшалыми, но все еще великолепными дворянскими склепами, высотой с одноэтажный дом и целыми аллеями с прославленными фамилиями. Первое городское кладбище представляло собой не только запущенную, заброшенную и бесхозную территорию. Это был рассадник всего самого неблагополучного в городе. Бродяги, бомжи и алкоголики облюбовали это место. Студенты днем прямо среди могил гоняли мяч, а к вечеру здесь же тусовались с девицами легкого поведения. А сколько было заявлений в райотдел об изнасилованиях и ограблениях. Надо еще отметить, что на территории этого кладбища в годы Второй мировой войны были похоронены в братской могиле убитые харьковчане. Захоронение было крупное, но сейчас о нем нет ни упоминания, ни памятного знака. Хоронили людей тогда ночью, зимой, в лютый мороз. Люди, не побоявшись комендантского часа, пришли проститься с близкими. Был священник, были певчие. Люди проявили героизм, страх смерти не остановил их, когда нужно было достойно проводить в последний путь погибших. Ликвидация кладбища и закладка парка были включены в генеральный план застройки города за несколько лет до принятия официального решения горисполкомом. Городские власти не признавали свою ответственность за состояние кладбища и не предлагали разработку проекта создания мемориального комплекса, аналогичного Новодевичьему, Ваганьковскому, Байковому и другим. Ни одно из представляющих архитектурную ценность надгробий не было взято на учет. Согласно одной из версий, уничтожение кладбища активно лоббировалось руководством Харьковского политехнического института, желавшего построить на его территории спортивный комплекс.
Решение номер 393 Исполнительного комитета Харьковского городского совета депутатов. Город Харьков, 9 сентября 1970 года. О ликвидации первого городского кладбища, подписанное председателем исполнительного комитета Харьковского горсовета Гуровым. Ликвидировать кладбище до 15 сентября 1971 года. По инициативе Юрия Багалея, внука академика Дмитрия Багалея, потомки Потебни, академиков Бекетова, Сенцова объединились в инициативную группу, противостоящую сносу могил. Они не только защищали прах родственников, но и выдвигали требования сберечь Харьковский некрополь, как памятник истории и архитектуры. Был составлен список, первоначально содержащий 48 могил наиболее известных харьковчан. Управлением городской архитектуры совместно с Обществом охраны памятников был разработан проект создания на первом городском кладбище мемориального комплекса. Городским советом инициативы были отвергнуты. 8 октября 1970 года в городской газете было опубликовано распоряжение всем гражданам, имеющим захоронения и надмогильные сооружения на этом кладбище, было предписано явиться для регистрации захоронений в администрации кладбища до 31 декабря 1970 года. Могилы, объявленные безнадзорными, подлежали сносу. В 1971 году в комиссию по ликвидации первого государственного кладбища поступило более 2000 заявлений харьковчан, которые хотели бы перезахоронить своих родственников. На кладбище целыми днями работали машины. От родственников требовали, чтобы они присутствовали при раскрытии могил. Так власть препятствовала мародерству. Сотни людей стояли у родных могил, покой которых был нарушен не по вине близких. Многие плакали, на их глазах выкапывали гробы, останки перекладывались в другой гроб. Это было какое-то ужасное действо. Часто вызывали скорую. Потом гробы развозили в разные части города. Останки академиков Багалея, Бекетова, Потебни и их родственников, которые были захоронены рядом, перевезли на 13-е кладбище. Тогда это был пустырь на краю города, где не было ни кустика, ни деревца. Там создали так называемую площадку почетных харьковчан. В силу условий того времени в их число не были включены похороненные до 1920-х годов представители известных дворянских и купеческих родов, офицеры, священничество, политические деятели старого режима. Перед сносом представлявшие ценность памятники и могильные плиты были инвентаризированы в систему комбината похоронных предприятий и использовались повторно после перебивки надписей. Ликвидация кладбища и последующие работы на его территории сопровождались неоднократными актами вандализма и надругательства над памятью умерших. На месте кладбища был разбит молодежный парк с баром, спортивной и детской площадками, летним кинотеатром, который в 1990-х закрыт. В середине 1980-х годов через территорию парка прокладывалась подземная теплотрасса. Работы велись с помощью экскаватора, раскрывших сотни склепов и захоронений. Останки выбрасывались в земляные отвалы. Группы мародеров действовали в открытую на глазах десятков отдыхающих, наблюдавших за обыском и ограблением вскрытых захоронений. В 1985-1991 годах на территории парка велось строительство спорткомплекса ХПИ общей площадью 8602 квадратных метра. При рытье котлованов и прокладке коммуникаций извлекались гробы и человеческие останки. Захоронения подвергались систематическому мародерству и надругательству. Построенному на территории бывшего кладбища комплексу был присвоен статус базы олимпийской подготовки сборных команд Украины.
На территории молодежного парка в 1999 году был установлен мемориал жертвам Чернобыльской катастрофы. Восстановлены символические могилы Елана Блакитного, Миколи Хвильового, поставлен памятный знак воинам УПА и крест в память жертв Голодомора в Украине 1930-х годов. Слышал такую историю, что на первом городском кладбище был похоронен Михаил Ильич Кошкин, создатель знаменитого танка Т-34. Согласно данным Википедии, Кошкин похоронен в Харькове на первом городском кладбище, которое в 1941 году уничтожено летчиками Люфтваффе целенаправленной бомбардировкой с целью ликвидации могилы конструктора. Могила не восстановлена. В число покойных, чьи останки не были перезахоронены, попали и некоторые известные харьковчане, например, художник Сергей Васильковский, хотя место его последнего пристанища все же сохранилось. О нем напоминает памятник художнику. Художник Васильковский умер в октябре 1917 года. Тогда на его могиле, расположенной в северной части нынешнего парка, поставили скромный обелиск. Тем и ограничились, хотя он был выдающимся художником. Его работы выставлялись в Париже без допуска от специального жюри, редчайшая привилегия, которой удостаивались мэтры живописи. Когда вы идете по аллее молодежного парка, вы видите памятник, и на нем написано «Крапивницкий». Это не памятник, это его могила. Тело Марка Крапивницкого лежит рядом с дорожкой на аллее молодежного парка. И вообще, если вам нужно где-то найти мистическое место, которое действительно густо населено привидениями, то идеально подходит молодежный парк. Потому что это огромное кладбище с десятком тысяч исторических захоронений, которое было превращено в парк. Следовательно, души людей, которые были погребены на этом месте, так и не успокоились, и их призраки бродят между деревьями. Если, конечно, вы верите в привидения. С ликвидацией кладбища мы, жители города, потеряли колоссальное историческое и культурное наследие. Мы лишились многого и в архитектурном, и в культурном плане. Лишились памяти о многих людях, достойных воспоминания. Если бы первое кладбище не было снесено, сейчас это был бы архитектурный памятник Харькова. Потому и нет у нас своего Байкового, нет Лычаківського или Новодевичьего кладбища. Ведь для существования великого кладбища нужны не только великие, которые великими и умерли,
Но нужны и другие, может быть, не менее великие, которые смогли бы сохранить великую память о них. Несколько лет назад здесь, в парке Молодежном в городе Харьков, провели реконструкцию. В 2017 году установили грин-зону. Ее изюминкой является беседка, расположенная в центре с крышей в виде звездного неба. Самым ярким символом прошлого и нынешнего в парке является чудесный бело-голубой храм, памятник архитектуры. Построенный в середине XIX века и освященный в честь усекновения честной главы Иоанна Крестителя. Интересно, что этот небесного вида храм далеко не всегда выглядел так жизнерадостно. До недавнего времени его стены были бело-кирпично-красными. На его территории похоронен протоиерей Тимофей Буткевич, известный богослов XIX века, профессор Харьковского университета. Там же находится и памятник в честь тысячелетия крещения Киевской Руси. Храм строился изначально как кладбищенский, на первом городском кладбище, в 1845 году, но простоял он недолго из-за ошибки в инженерных расчетах и скоро рухнул. На его место в 1857 году по проекту Тона на средства харьковского купца Сергея Костюрина возвели новый кладбищенский храм. Изюминка и главное украшение храма – уникальный витражный иконостас. Первый иконостас был уничтожен в 20-е годы. Нынешний в начале 20 века для своей домовой церкви заказал в Германии харьковский книгоиздатель и редактор газеты «Южный край» Юзефович. Во дворе издательства был Николаевский храм, и для него мюнхенским мастером Цетлером в 1905 году был выполнен иконостас из витражных конструкций. В 20-е годы Николаевский храм был разрушен. Иконостас демонтирован и передан в исторический музей, где хранился до 1943 года. Для Усекновенского храма он был увеличен и вмонтирован во время Второй мировой войны. Уникальный, единственный в Украине иконостас делает традиционный храмовый сумрак прозрачным и таинственным, особенно в хорошую погоду, когда в цветном стекле вместе с огнями свечей и лампад играют солнечные лучи. В 20-е годы XX века храм был захвачен обновленцами, а потом закрыт. В отличие от многих городских храмов, он не был разрушен, но полностью было уничтожено все его внутреннее убранство, церковная утварь и бесценные иконы. Богоборцы устроили здесь склад боеприпасов. В таком состоянии храм находился до начала Второй мировой войны. Осенью 1941 года храм был обстрелян немцами, но в здание попал лишь один снаряд, да и то причинил ему только незначительные повреждения. В 1943 году, когда город был освобожден от немцев, в Иоанно-Усекновенском храме возобновились богослужения. Когда в 70-е годы начался снос кладбища, был завален вход в храм грудой разбитых надгробий и землей. Вместе с настоятелем храма прихожане за одну ночь расчистили завалы и построили ограду вокруг храма, чтобы пресечь заваливание входа. Храм находился в плачевном состоянии. Крыша дырявая, купола протекали, штукатурка осыпалась. Художники ночью расписывали стены, так как днем нельзя было работать из-за запрета властей. Колоссальные усилия требовались, чтобы достать материалы для ремонта. Но время шло, храм возрождался. Сейчас Иоанно-Усекновенский храм возрожден. Он полностью отреставрирован и любовно ухожен. Мрачная история молодежного парка ничуть не отпугивает харьковчан. Тут регулярно дышат воздухом отдыхающий народ.
студенты, школьники, собачники. Тут же ежедневно собираются мамочки с детьми. Для них в парке отгрохали современную детскую площадку с качелями и песочницами. Кстати, раньше на этом же месте стояли карусель-толкалка и старый игровой комплекс, громоздкое такое сооружение из железных труб и деревянных досок, с горками, лестницами и игрушечным вертолетом на самом верху. В молодежном парке частенько выясняли отношения и политические активисты. Например, этой небольшой каменной глыбе с высеченной на ней памятной надписью катастрофически не везет. То ее объявляют незаконно установленной и требуют убрать, то вообще сносят без суда и следствия, как это было в 2006 году. Реконструкция молодежного парка началась в мае 2018 года, на которую ушло больше 2 лет и более 100 миллионов гривен. В молодежном парке появился урбан-парк, дополнили спортзону, игровую зону, установили амфитеатр возле спорткомплекса ХПИ, а также построили самую большую в Харькове площадку для выгула собак. Во время реконструкции молодежного парка рабочие обнаружили могильный камень, на котором выбито имя императорского технолога Георгия Кравцова. Обнаружили могильную плиту случайно. При начале реконструкции парка рабочие в земле заприметили небольшой фрагмент надгробия, который торчал из земли. Когда его раскопали, то оказалось, что могильная плита принадлежала Семену Федоровскому, который с 1902 года работал в конторе Госбанка, расположенной на улице Сумской. Рядом с этим надгробием обнаружили еще один могильный памятник Георгию Кравцову. Он умер 18 января 1896 года в Киеве. Его тело было направлено в Харьков и захоронено на территории нынешнего молодежного парка. В наши дни молодежный парк в Харькове – место, где можно отдохнуть душой, погулять и поиграть с детьми, позаниматься спортом. После реконструкции он стал максимально функциональным. Такова история молодежного парка в городе Харьков. Благодарю всех за просмотр и до новых встреч. Ваш Алекс Моторный.